Всех любителей вязания приветствую, меня зовут Настя, и сегодня для меня больная тема, которой я хочу с вами поделиться, это реглан, очень удобный. Для себя я его теперь выбрала. Вяжу я регланом с детства. Меня мама научила в круговую вязать сразу, с ростком, в глубоком еще детстве. Я никогда не вдавалась, когда вяжешь зимние вещи, там какие-то осенние. Рукавчик чуть больше, чуть меньше. Ну, как бы не имеет значения, да, там. Вот. И пользовалась одним способом, я сейчас все расскажу. Где-то побольше там рукавчик, где-то убавляешь, все замечательно. Но что касается короткого рукава и летних изделий, началось у меня вся история вот с этого вязания. Вот это Ализадива пряжа, вот это не обращать внимания, это я просто времянку сделала для того, чтобы мерить было удобно. Значит, сделала очень известный расчет реглана, вяжу, провязала, мне надо соединяться в круг, и меряю рукав, а он широкий до безобразия. Значит, первый раз я связала вот это вот изделие, ну, не довязала, в смысле, способ номер 1, да? Вот эти два известных способа, когда мы делим на 10 и на 3 реглан, да? На 10 частей, на 3 части. Самые известные способы сейчас мы обсудим. Да? Значит, я начала вязать следующим образом. Первый способ. Я попробовала, отвязала, соединила в круг, рукав огромный, убрала. Попробовала следующий способ, когда тоже очень известный, я сейчас расскажу о нем. Как видите, здесь количество петель в рукаве меняется при расчете. Тоже большой рукав. И думаю, а что же делать дальше? Вот я говорю, решила записать это видео, потому что нашла для себя совершенно удобный реглан, которым у меня связано. Здесь осталось только довязать уже просто низ. Это пряжа градиентом Yarnart Flowers, очень известный. Значит, первый способ очень известный. Он тоже имеет жить, имеет право на жизнь при вязании там зимних изделий, где у нас рукав может быть больше. При вязании изделия оверсайз вполне может он жить. 160 петель делим на 10 частей. Это первый способ. У нас одна часть равняется 16 петлям. Далее 3 части. Из 10 частей 3 части кладем на спинку, 3 части на полочку. То есть вот мы 16, одну часть умножили на 3 раза. Получаем 48 петель. Сюда, сюда. И 16, одну часть умножаем на 2 части. И получается 2 части, 32 петли кладем на рукава. Итак, у нас получается 3 части здесь, 3 части здесь, 6 частей, 2 части здесь, 7, 8 и 9, 10 здесь. И вот таким образом начинаем вязать изделие. Далее, как я сказала уже, для летнего изделия мне не нравится посадка. Пробую другой вариант. Второй способ. Делим количество петель на 3. Тоже довольно-таки известный способ, который тоже имеет место быть, жить и рассчитывать им можно. На вкус и цвет товарищ нет. Кто-то любит или специально там модель, да, или вяжется модель, где рукав нужен пошире, да, например, то тоже этот реглан пригодится кому-то. И он многим известен. Делим на 3 части, получаем количество петель одной части, да. Далее отправляем одну часть сюда, одну сюда и одну часть третью, то есть одна часть, вторая часть, а 3 часть делим пополам между на 2 рукава. Как видите, рукавчик уже, но опять я подошла к тому, когда я, значит, замыкаю в круг, сделав подрезы, да, замыкая в круг, и у меня опять рукава не нравится, посадка не нравится. Далее нахожу у себя в книге вот такой способ. Я поставила ему вот сюда снежиночку, потому что я бы вот эти для летних изделий зачеркнула бы просто. Я уже им навязалась, потратила кучу времени, убила. Но я очень рада с вами поделиться, что я нашла вот он третий способ, которым очень легко, удобно рассчитывать. Делим. Он ближе вот к этому способу, но посмотрите, какая разница получается в рукаве. 20 петель, а здесь 32. Это практически в 1,5 раза практически.
Смотрите, как все меняется при делении на 8. 8 частей. Как мы их будем делить? Разделили количество. Заметьте, у меня одинаковое количество петель везде я привожу в пример. Для того, чтобы было видно, как меняется у нас количество петель в рукаве. Значит, 160 делим на 8 частей, получаем 20 петель в одной части. Одна часть. Далее, 3 части мы кладем на спинку и полочку. Мы 3 части умножаем на одну часть. Вот у нас одна часть равна 20 петлям, мы 3 части кладем сюда, это 60. И 3 части кладем передняя часть, ну это спинка, это полочка, да, 3 части, тоже 60. И по одной части, смотрите, здесь 3 части, 6 частей, здесь 7 часть, вот она, одна часть, у нас равна 20 петлям, и здесь одна часть. 3, 3, 6, 7 часть, 8 часть. Далее, гуляя по интернету, у девчонки очень классно сидит на ней летнее платье из хлопка. Я посмотрела, как она рассчитывает. Думаю, я обратила внимание, слава богу, там была ссылка на онлайн, они там вязали в стране мам. И я посмотрела, как идеально сидит на девушке, и я начала, это вот 4-й, получается, способ. Обратите внимание, он совершенно оказался одинаковым. Я заранее забегаю, говорю вам о том, что, смотрите, рукава получились абсолютно одинаковые, перед и спинка по 60 петель, все то же самое. У нее, она предложила делить так, она, значит, объясняет в онлайне, там, да, идет вязание, она объясняет 3/4 части от 160 петель, да, ну, все мы дроби проходили в школе, 3/4 части мы кладем на полочку и спинку, 3/4 части это делим на 4, да, на 4 части и умножаем на 3. 120 петель мы кладем на полочку и спинку пополам, то есть по 60 петель. И одну часть мы делим на рукава, то есть одна у нас часть, ну нетрудно здесь подвести расчеты, да, и получается по 20 петелек. То есть, если у нас одна часть из 4 равна 40, мы делим напополам на рукава, получается 20 петель. Совершенно точно так же петля в петлю получается при расчете деления на 8. Просто здесь чуть сложнее и замороченней, а здесь просто гораздо все проще. Разделили на 8, 3 части сюда, 3, 3, 6, 7, 8, все. И далее я очень счастлива, что я уже вязала свое изделие методом вот этим, деление на 8, да, и когда я посмотрела у девушки, что у меня сошлось петля в петлю с ней, что это 2 одинаковых способа, только немножко по-разному преподнесены, да, и я обрадовалась, решила с вами поделиться, поэтому вот этот способ предлагаю вам попробовать, и наше следующее видео будет о подрезах. Тоже существует формула. Я думаю, очень будет полезно новичкам узнать, потому что многие задаются вопросом, а сколько добавлять в подрезы. И в следующий раз мы будем говорить о подрезах. Тоже существует определенная формула, чтобы новичкам не ломать голову и сделать посадку идеальной для себя, да, неважно в пропорции. Пухлые ручки, да, у меня тоже они пухлые ручки или худенькие ручки, но вот этот реглан я вам гарантирую. Пробуйте, оставляйте комментарии. Понравился такой реглан? Я буду очень счастлива, если я не зря мучила вот эту пряжу. Девочки, я надеюсь, было очень полезно, потому что я потратила на это пару недель. Я не хочу сказать, что я прям вот четко сидела день и ночь, вязала. Я чередовала с крючком. У меня еще некоторые проекты лежат, которые я не озвучиваю, сейчас не показываю. Я показала только вещи с регланом. Я всем желаю самого красивого, самого прекрасного реглана, который на вашу фигуру сядет. Как я сказала уже, да, неважно, полная рука, худенькая рука, но все это же в пропорции относительно начала количества петель, какой у вас есть, мы же оттуда частями делим. То есть это пропорция, и она какова есть, такова и есть. Все будет зависеть от начала набранного количества петель. Я вам желаю самого красивейшего реглана. С вами была Настя. Пока.